Доброе утро. Привет. Привет. Я от Юрки. Тоже смотрите, как выстрелила. Вот, да, затылок. У него неровный затылок, просто из-за этого только Наташа, одна Наташа, наша радость наша, знает, как это сделать. Она уехала, к сожалению. Мы сейчас идем, подъедем сначала, а потом будем пешком идти, прогуляемся в поликлинику. Я такая вышла, офигела, такая зелень, ребята. Боже, солнышко такое, капец. Сейчас заодно спрошу, флюорография работает или нет, Юрия, потому что как раз на улице ждет меня. До сих пор не сделала, говорю, а если сейчас начнется, что быть? Как будешь со мной? Сейчас пойду посмотрю. Короче, не работает флюорография, когда будет работать, неизвестно. Вот, мы с Юрой сейчас по парку еще прогуляемся. Идем, смеемся. Малой там возле поликлиники прямо на входе бегает. Папа, смотри, как я умею. Я говорю, классно это делать возле поликлиники сразу, не отходя от кассы. Сейчас кофе возьмем, капучино средний заказала. И погуляем немножко по парку. Такой парк красивый, зеленый, уже зеленеет. Вот, сели-присели. Смотрите, какой красивый стаканчик. Том и Джерри. Нормально. Хотела рассказать вам, девочки спрашивают, как оформлять, если ты там безработная, да, вот эти вот все соцвыплаты. И первые, это декретные получается. Получаешь до родов, на 30-й неделе справку, но я потом уже подробно, наверное, расскажу, потому что, вот, допустим, я столкнулась с ситуацией в Приватбанке, и у каждой девочки тупо разные вообще моменты в Приватбанке, потому что мне дали 2 карточки, 3 справки. 2 карточки, 3 справки. А другим дают 1 карточку, ни одной справки, другой просто справку дают. Ну, короче, не справку, а номер счета. Так что везде все по-разному. Мне кажется, еще от отделения зависит. Вот. Я уже чуть подробно расскажу, когда уже полностью все это пройду, я запишу себе и расскажу, как этот процесс проходит. Потому что в чатах беременных, например, у девчонок, там постоянные вопросы, каждый день одни и те же вопросы, и ответы как бы есть, но все равно ничего не понятно. И еще девочки спрашивали, кто спрашивал по поводу беременных чатов. Вы заходите в Телеграм или Вайбер, ну лучше в Телеграм, и в Телеграме просто вписываете «вагитни», да, если вы из Украины, или беременные. И там уже выпадают разные каналы, чаты, где вы можете общаться. А, еще приложение есть. Я вставлю картиночку. Там приложение, сейчас там уже мало кто сидит, но все равно можно скооперироваться с девочками, вот как мы сделали. В один срок, когда вот рожаем, июньские мы, и вот мы собрались, нас 14 человек, между собой всю беременность общаемся, делимся информацией, там, новостями, просто разговариваем про всякое. Поэтому тоже круто. Я оставлю вам приложение, это мне подписчица скинула в Инстаграме. Очень полезное. И там есть вопросы, и есть ответы сразу на них в комментариях. Можно читать то, что вас интересует. Это мы с Юрой идем и, да, мечтали, чтобы у нас в детстве такое вот было. Так смотрю на это, если бы в нашем детстве вот такое было, оттуда невозможно было бы слезть. Да. Родители даже, ну, не туда бы не залезли, я бы это бы сел бы, особенно в этой круглой бочке, и все, и домик бы себе устроил. Да, классно вообще, я бы сама тут полазила. Я хотела, кстати, но не успела. Я уже с этим... Ой, точно туда можно? Я уже с этим, с пузом. А потом уже будем лазить вместе. Ничего, прикольно. И качественно сделано, такие карабины. Тросы, вон, да. Все продумано. Вот такую горку, ребят, заказала. Я дома уже подробнее покажу. Для малыша, чтобы, ну, спинкой положить. Гамачок такой в ванной мыть. Так, рассказываю. Купила Еве, девочки рекомендовали, эту вот таблетку от глистов. Купила, и толку 0. Короче, нереально. Она очень у меня хитрая. И не засыпать, не влить, не разбавить, не смешать, ни с чем. Поэтому решила купить Акапли. Они намного дороже стоят, конечно. 140 гривен. Вот это
2 пипетки. Как раз мы взвесили Еву, на 4 килограмма весит. Вот такие капли. Не знаю. Чувак сказал, что очень хорошие. Это чисто от глистов. Ну, посмотрим. Посмотрим, что выйдет. И купила вот такую горку. Девочки, насколько она приятная. Здесь такая ткань, как махровая, да, с одной стороны, а с другой стороны такая мягкая-мягкая. Блин, как плюш какой-то даже. Вот. Это специально для ребеночка от 0 до 15 месяцев. Я думала пластиковую горочку взять, но девочки писали, что очень давит, ну, по ощущениям, наверное, со стороны давит спинку. Можно, конечно, там пеленочку подкладывать, но я решила взять вот такой гамачок. И тоже в книгах описано, что именно гамачки такие, они намного удобнее, чем горки. Вот так вот, под спинку, чисто. Классная штука. Так, я сейчас решила поменять земельку за миоколькасу. Сейчас будете писать, что неправильно делаю. Делаю так, как считаю нужным, короче. Вот, Крис мне кума дала вот такую смесь. Это специально смешивать с землей. Вот, начала желтеть. У меня такое подозрение, что не я одна цветы поливаю, поэтому так происходит. Вот, и сейчас я еще хочу огурцы наконец-то посадить, потому что уже как купили, несколько дней прошло. Так, второй цветок пошел в ход. Я сейчас еще листики протру. Вот, потому что пылятся быстро. Маникюр мой, конечно, уже все. Сказал мне пока, наверное, но ничего страшного. Вот эту вот земельку, которая вторичная, то есть я просто меняю земельку. Я, насколько, ну, если логически подумать, то цветок выедает землю, ну, в плане какие-то полезные компоненты из нее, поэтому периодически нужно, понятное дело, пересаживать. Вот, то, что написано про цветы. Я не садовод, прям такой любитель, знаете, но в то же время хочется чем-то заняться сейчас. Так что занимаюсь. Смотрите, как красиво распускается. Так понимаю, это абрикоска, по-моему, если не ошибаюсь. Вот, мы вышли погулять, так классно. Тепло на улице. Кум и Юрка. Все гуляемся. Мы уже пришли домой. Слушайте, я находила сегодня 11 116 шагов. Это очень много. Если честно, у меня левый тазобедренный сустав просто с ума сходит. Но ничего. Решили поесть редиска. Боже, как я люблю редиску. У нас она стоит 60 гривен килограмм. Сейчас. Значит, бананы стоят 70-50 гривен плохие. Если вот так вот на лотках покупать, да, в коробках на улице. А в магазине 45-40, вот так вот примерно. Это что касается банана. Появился виноград черный, не помню, как он называется. Черный виноград, цена ему, так чтобы вы понимали, 70 гривен килограмм. Помидоры 90, 70. Есть дороже. Ну, огурцы вообще не беру в счет. Баклажаны такой у нас 100 с копейками, 110-115 видела. Баклажаны и кабачки. И зелень, пучок от 20 гривен. Тоже вот то, что у нас возле дороги, знаете, вот ящики просто выставляют и продают всякое. Кстати, я ж недавно добралась до секонд-хенда. Такой перерыв был, девочки, я так соскучилась, я просто не знала, что он открыт. У нас на районе, я не буду говорить, какой секонд-хенд, потому что, во-первых, завоза уже, наверное, не будет, они сказали, и так публично говорить не хочу, извините. Вот, и я там нарыла вещички для ребеночка. Я, ну, как бы никогда не фукала, вы знаете, я маньячка по секондам. Вот. Периодами, конечно, это все у меня вот здесь уже было. Но я так соскучилась, себе вообще ничего не смотрела, ни одной вещички. Я вам сейчас вставлю ставки из секонда и покажу, что я взяла. До секонд-хенда добралась. На, оце візьмемо, це який розмір. Бери. Сейчас. Шортики. Эти вот классные штаники. Вот это вот, смотри, какая мягкая. Такая плюшевая. Класс.
Вот это тоже хорошенькая. Ну, а такая еще есть у меня. 86-й. Хотя, слышишь, мне надо взять, наверное, парень. Я маме покажу я как раз. А вот чего. Ох, здорово. Для девочки. Да. Шапочки есть у меня. Штанишки. Это для девчонки. Оце прикольно, дивись, яка. Здорово. Ну так на вирост буде, чи ні? Ну, да вырастет еще. Ще да. На баранке. А от штаники, диви, які класні. Штаники, джинсики, ну вони це 50 гривень стоять. Ну це дешевше, ніж купляти онлайн. 74. Я сейчас думаю, что такое мелкое возьму. Все вещи я уже постирала. Это вот только-только сушки взяла, видите? Это у нас вот 3-6 месяцев, 68 сантиметров, Индия. Очень хорошее качество. Здесь вот еще расстегивается, чтобы головку можно было спокойно, ну, просунуть. Такая футболочка. Кое-какие вещи, конечно, я взяла на вырост. Вот такую маечку. Такая, знаете, обычная базовая хлопковая маечка. Это у нас на 86,92. Бренд, ну не знаю, может вы знакомы с ним, я еще такой не знаю. Хорошая, качественная. И, конечно же, поло. Вы посмотрите, какое классное поло. У Юрки поло есть. У него много. Помните, я с Бонприкса заказывала. Это H&M. Вот. 4-6 месяцев. 68 размер. Такой классный вообще. И еще здесь вообще такой морской вариант, как у нас одесский, можно так сказать. Класс. Качество тоже хорошее поло. Совсем маленькая взяла. Мне просто очень понравилось. Вот бархатное бархатное напыление. Здесь тоже, ну, удобно все сделано для того, чтобы головку просунуть. Также снизу бодик на заклепочках. Вот такой вот бренд. Тоже, честно, не знаю. Это от 0 до 3 месяцев. Как раз летом с коротким рукавчиком будет неплохо. И еще очень яркая, классная такая, знаете, вот на самокате, если будет кататься, тоже на вырост. 18 месяцев. Хотя нет, на самокате еще в таком возрасте, наверное, не катается. Но она растягивается, если что. Но очень классная. Мама с этого сайта заказала много-много вещей, но, к сожалению, в связи с ситуацией они отменили заказ и вернули деньги. Вот, ну, очень тоже прикольное такое на ощупь. Оно, ну, как велосипедки, знаете, вот чисто для активного какого-то отдыха. И яркое, самое главное, яркое. У меня, если честно, огромный страх потерять ребенка, поэтому, наверное, будут в основном яркие вещи будут. Я буду стараться искать что-то такое кислотное. Я помню, как в Затоке девочки, женщины бегали, искали детей, которые, знаете, вот просто так ушли и все, потерялись из виду. Это очень страшно, прям вообще до слез. Поэтому я представляю их ощущения. Очень, не знаю, может какой-то маячок придумать, может часы есть какие-то, или вот, и, кстати, если что-то такое знаете современное, может что-то уже существует, напишите. Есть ли что-то такое, браслетик, подвеска, ну, знаете, вот реально маячок какой-то, можно ли на ребенка? Может, это незаконно, но очень большой страх потерять. Так что вот такие дела и покупки. Но я очень рада, то, что он работает. И не знаю, будет ли он работать дальше, не знаю, будут ли там новые завозы, но вот там чуть-чуть буквально детских вещей тех, но то, что было, вот я с краешку, просто с краю посмотрела, потому что мы с Юрой особо, ну, спешили, не по этим делам были. А в следующий раз я уже сама, наверное, схожу и на вырост, может, куплю немножко больше вещей. Мне девочки предлагают отдать вещи свои от своих малышей. Это тоже большое вам спасибо, но, знаете, хочется все-таки... Вот это, кстати, вот вся кучка, вот это обошлась мне на 150 гривен. Так бы я один бодик онлайн новый заказала, да, с какого-то сайта за 150 гривен. А это вот столько вещей фирменных, классных. Вот, хочется просто самой выбрать, пощупать, купить, выбрать. Так что пока такие совсем дешевые есть варианты, то, конечно, буду этим пользоваться, но немного, конечно. Наперед я знаю, что тоже не очень рекомендуют покупать вещи. Не всегда помещается ребенок, он или перерастает данный размер какой-то, да, или просто не нравится ему вещь, он может ее не носить.
Ну все, я пойду довяжу пледик, хочу уже привести его в порядок и вам его показать. Всем большое спасибо за просмотр, всем пока.